Друзья, всем привет! Хотим рассказать небольшую историю про одну из наших семей. В начале мая, 8 числа, говорите, я убила матку или мы? 8 мая мы метили маток, и по нашему предположению, возможно, мы ее придавили, покалечили, или пчелам что-то не понравилось. В общем, она куда-то пропала. Пропажу матки мы заметили не сразу. Через неделю после того, как мы пометили, мы стали осматривать семьи, и в этой семье, про которую мы говорим, мы заметили огромное количество маточников. Так, вот такая вот красота. Так как с маточниками мы встречаемся в первый раз, классифицировать мы их не смогли. Это были свящевые маточники, а мы подумали, что у нас семья роится. И недолго думая, мы начали все маточники выламывать. И на рамке у нас осталось всего 2 маточника. К моменту, как мы поняли, что засева и самой матки мы не видим. Мы стали еще раз осматривать и убедились в том, что матки в этом улье нету. И поэтому оставили рамку с 2 маточниками. Также мы поставили контрольную рамку из другой семьи с засевом. И там тоже были натянуты маточники. Также, чтобы вероятность того, что у нас выйдет матка и что она облетается, мы решили разделить эту семью на 2 отводка и в каждом отводке оставить по рамочке с маточником. Мы планировали, что в каком-то из этих отводков выйдет матка, облетается, и можно будет либо объединить опять в одну семью эти отводки, либо оставить как самостоятельные семьи. Для этих целей у нас как раз подходил 16-рамочный лежак. Он у нас с 4 литками. В него Коля сделал перегородку глухую и разделил, получается, этот улей пополам. И у каждого отводка был свой литок. Вот, но что-то пошло не так. Опять в очередной раз. В первом отводке пчелы осталось совсем мало, и маточники были разгрызены сбоку. То есть матки из них не вышли. Во втором отводке мы увидели, что пчел стало намного больше. Они, видимо, слетели из первого отводка и объединились сами. Маточники во втором отводке были тоже разгрызены. Матки мы не нашли. Мы подумали, что, возможно, пчелы все маточники вместе с матками уничтожили. Но при следующем осмотре этого улья, этого отводка, мы нашли неплодную матку. Она была совсем худенькая, маленькая, практически как пчела. С трудом мы ее нашли. Конечно, мы обрадовались, стали ждать, пока она облетится, пока начнет сеять. Да ладно. Да, маленькая. Не облетная? Да. Слава Господи, за красавица ты наша. Вот она идет. Да. Вот она идет. Метите или не метите? Не надо пока не меть, не надо. Пока. Но она вообще не облетная. Ну ладно, все, ставь, да. Пусть облетывается. Ждем 10 дней. Поглядим, как что с маточкой будет у нас. Да, облетается, потому что может не облетаться, как прошлый год у нас было. Несмотря на наличие половых органов в матке, прошлый год у нас она нифига не рассеялась никак. И в итоге семья отошла, да, в декабре. Инка, тебе вообще медаль. Я тебя сегодня сфотографирую. Сделал тебе красивые фото на телефон. Ты батюшки. Давай, вообще. Через неделю мы заглянули опять в этот улей и обнаружили, что уже есть небольшие пятачки засева. И нашли матку, она уже стала совсем другой, стала покрупнее, побольше. Вот. То есть она у нас облеталась, и все хорошо с ней.
Так, ребят, ну вот хочу показать вам и саму матку, собственно, мы нашли. Вот самый нижний левый угол. Вот она. Вот маточка. Пошла на ту сторону. В общем, вот. Аккуратно, аккуратно она здесь внизу. Сейчас она выйдет здесь. Ну, аккуратненько опускай рамку. Вон она туда опять пошла. Аккуратненько В ставь. общем, матку мы увидели, засев мы увидели. Да, засев есть, и матка уже большая. По сравнению с тем, что она была 5 дней назад, она по физическим параметрам очень сильно изменилась. В итоге получилось, что пчелы сами разрулили эту ситуацию, объединились из 2 отводков в один, вывели себе матку, которая облеталась и начала сеять. Конспектируем сегодняшнюю тему. В общем, мы заметили пропажу матки, много маточников 17 числа. Получается, в промежутке между 8 и 12 мая у нас пропала эта матка. 18 мая мы сделали 2 отводка, в которых было по рамочке с маточниками. У нас примерно ушел месяц, чтобы восстановилась эта семья от момента, как мы заметили пропажу матки, до момента, как они вывели себе новую матку, которая начала сеять. Мы продолжаем наблюдать за этой семьей. Расплода появляется все больше. Надеемся, что к концу лета семья наберет силу и все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Всем пока.